Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня я расскажу про новый релиз от компании Trubol EBS Extension Flex. Это дотяжной релиз, который может работать и как самый обычный триггерный. Как это все сделано и почему это работает, я сейчас и расскажу. Сразу бросается в глаза необычный крюк. Он тройной и всегда готов к работе, выстрел за выстрелом, поэтому на релизе даже нету кнопки для взвода. Вы делаете выстрел, крюк просто проворачивается и готов к следующему выстрелу. Как я уже сказал, релиз дотяжной, но если выставить регулировку силы на минимум, то он начинает работать как обычный триггерный, то есть для выстрела нужно будет нажать на кнопку. И как и любой подобный релиз, он имеет регулировки чувствительности и регулировку хода. Чувствительность регулируется с помощью шестигранника, который нужно вставить сквозь предохранитель, и таким образом мы дотянемся до болтика. А ход регулируется винтом возле основания рычага. Как и на предыдущей версии этого релиза, тут присутствует регулировка язычка вокруг оси пальца. Только в данном случае реализована она немного иначе. Поскольку тут головка с крюком жестко закреплена, то есть даже не закреплена, она является частью корпуса, то инженеры тут дали нам возможность регулировки положения пальцев. В комплекте также идут дополнительные сменные упоры под пальцы, так что вы можете собрать релиз как под 2, так под 3, так и под 4 пальца. Что же касается работы самого релиза, я думаю, здесь стоит остановиться немножко поподробнее, потому что релиз дотяжной, и дотяжные релизы, они, наверное, не так распространены, как все то, что мы можем видеть там в комплекте с бюджетными луками, или в принципе что-то из линеек бюджетных релизов. Поэтому давайте я расскажу, как это все работает вообще. Мы цепляем крюк за петлю, растягиваемся, нажимаем кнопку, и теперь для того, чтобы произвести выстрел, нам нужно дать еще больше усилия, нежели то, которое мы даем на лук, держа его в растянутом состоянии. Релизы такого типа хороши еще и тем, что они тренируют постоянство вашей техники, то есть дисциплину выстрела, если можно так выразиться. Каким образом это работает? То есть, если мы, растягиваясь, немного сложились, то выстрелить, обратно растянувшись, мы уже не сможем. То есть релиз вам этого просто не даст. У него такой принцип работы, он должен чувствовать большее усилие после сброса. И второй момент. Если мы, наоборот, растягиваемся сильнее, чем нужно, а потом нажимаем кнопку, то, скорее всего, релиз и выстрелит ровно в момент, когда мы на эту кнопку нажмем, потому что он сразу почувствует нужное для выстрела усилие. То есть прицелиться мы не успеем, подумать о великом мы не успеем, мы же всегда это делаем в момент прицеливания. Так что, повторюсь, это действительно тренирует вашу выдержку и четкость действий. В начале видео я сказал, что этот релиз может работать и как обычный триггерный. Давайте я вам покажу наглядно, как это, собственно, работает. Для начала я раскручиваю блокировочный винт. Просто его ослабляю, совсем его выкручивать не обязательно. А дальше мы уже, собственно, производим регулировку усилия. И в данном случае, для того, чтобы он работал как обычный триггер, нам нужно это усилие выставить на минимум. Готово. Теперь закручиваем обратно блокировочный. Хотел бы я, конечно, для этих действий воспользоваться вот этими замечательными шестигранниками, не зря их на стол поставил, но, к сожалению, тут для того, чтобы раскрутить блокировочный винт, нужен был шестигранник еще меньше, чем представленный здесь. И смотрим, как это все работает. Конечно, вряд ли вам покажу что-то новое. Растягиваемся. И теперь для выстрела нам достаточно всего лишь нажать кнопку. Мы великолепны. Внимательный зритель спросит, что же это такой за рычажок черного цвета, расположенный рядом с триггером? И я ему сейчас расскажу, а вы тоже послушайте. Мы растягиваемся, готовимся к выстрелу, то есть нажимаем на триггер, и по идее теперь, чтобы совершить выстрел, нам нужно всего лишь дотянуть немножечко релиз. Но тут вдруг понимаем, что нам нужно сложиться обратно, и выстрел производить никак нельзя. Мы нажимаем на предохранитель до щелчка характерного и спокойно складываемся. По сути, вот этим нажатием мы возвращаем релиз в то положение, в котором он находился до того, как мы нажали на триггер. То есть просто возвращаем все обратно и можем спокойно сложиться. Если бы мы этого не сделали, то при попытке сложиться обратно, после преодоления сброса релиз бы выстрелил, а нам это не нужно. Настройка усилия производится довольно просто. Как я уже показывал, откручиваем блокировочный винт, меняем усилие. Поподробнее остановимся на том, в каком диапазоне оно регулируется. Регулируется оно в диапазоне от 0 фунтов. Соответственно, в данном режиме релиз будет работать как обычный триггерный до 35. Trubol рекомендует устанавливать усилия на 4 фунта больше, нежели требуется для удержания лука в натянутом состоянии. То есть, если после сброса нам требуется усилие в 15 фунтов для удержания лука, то настроить релиз следует на 19.
В принципе, мы следовали этим рекомендациям, и все получается как на тренажере, так и на обычном луке, на обычном блочном луке. Что же касается эргономики, то тут тоже все весьма неплохо. Релиз имеет множество регулировок, сам триггер наклонный, то есть его можно поставить как под таким углом, как под другим углом. Также его можно отрегулировать немножко по расстоянию, вперед-назад подвинуть. Упоры под пальцы также имеют свою регулировку, так что настроить под свою руку, я думаю, не составит труда. По весу, на мой взгляд, тоже все хорошо. Он не слишком легкий и не слишком тяжелый, то есть рука и не устанет, но и в то же время вес устройства вы тоже почувствуете, стрелять с него действительно приятно. А на этом на сегодня все. Я напомню, что данный релиз мы можем привезти специально для вас под заказ. Вот именно этот экземпляр он тоже отправится человеку. В магазин мы такой себе не заказали, но привезти можем. Так что обращайтесь, если именно этот релиз вас заинтересовал. А я уверен, многих он заинтересует, потому что он действительно интересный, с какими-то нововведениями. И нововведениями, сделанными не просто так, а они действительно облегчают работу, делают ваш что-либо более приятный, точный, качественный, сексуальный. С вами был канал Супер Арбалет. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Пока.